Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо, открыв это видео. И у нас сегодня Таро на будущее. Что ждет вас в ближайшее время и что прояснится? Вот давайте узнаем. И, конечно, будем реалистами, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Вначале мы с вами сделаем сигнификацию, чтобы вы могли определить, насколько это совпадает с вами, насколько наш расклад может откликнуться в вашей душе. И подойдет он как и для мужчин, так и для моих любимых девочек. Возраст не важен. Итак, что же в вашей жизни для начала? Пусть нам расскажут карты, какие перипетии судьбы вот прямо сейчас, что у вас происходит, как карты видят вашу судьбу. Четверка пентаклей, да, иногда мы говорим карта жадины. Вообще это карта, когда мы вынуждены экономить. Может быть, иногда это карта ревности, кстати. Может быть, это когда мы не готовы от чего-то отказаться. Но давайте по одной карте мало скажешь. Другой разговор, что с одной стороны это стабильность, и для кого-то это стабильность, когда ничего не меняется, а для кого-то наоборот. У меня такой хаос в жизни, что мне надо как-то это все уравновесить. Но что нам скажут дальше? Может быть, и есть по королю жезлов. Нам показан сильный человек, что у вас уже, как знаете, послужной список или какой-то пройденный опыт. Но вот сын ошибок трудных, который нам дает определенное и преимущество, но и где-то опыт, когда вы многое умеете делать либо своими руками, либо пусть это своей головой, мои дорогие, потому что это может быть, тот человек, который, опять же, за счет опыта экспертом стал. Это очень сильные люди, у кого-то может быть свой бизнес, зарабатывает сам на себя. Но вот сейчас, видимо, не совсем про прорыв, судя по первой карте, когда вот именно нужно что-то либо сбалансировать, или когда и хочется продвижения, но пока явно что-то не идет. Может быть, это у кого-то из вас сложная ситуация по финансам, правда? Когда нужно решить вот конкретно, как закрыть какую-то тему, может быть, какой-то платеж, когда, что-то не вписалось в те рамки, которые вы думали обязательно впишется. Какой-то план пошел на смарку, хочется сказать. И вроде как, ведь это карта будущего. Но то будущее, которое мы пока еще не видим, оно складывается из прошлых событий. И хоть это я часто говорю, карта здорового равнодушия на данный момент, тут будет именно важна связь между прошлым и будущим. Почему? Потому что, скорее всего, вы в какой-то ситуации оказались не первый раз. Вот это точно, мои дорогие, какие-то грабли вы еще раз нашли. Может быть, это было связано с финансами. Может быть, это было связано с тем, что, бывает такое тоже. Мы что-то вроде рассчитали, да, может быть, что-то приобрели. А оно пошло не так, и мы теперь вынуждены сами как-то выкручиваться из сложного финансового положения. Может быть, это вы долгое время кому-то помогали, а в итоге получили черную неблагодарность. Вот иногда такое тоже. И явно ведь когда-то вы давали себе зарок. Пусть это была ситуация когда-то с другими людьми. Фигуранты были другие, ситуация или обстоятельства были несколько иные, но сама концепция. Какой-то мы повторяем отрицательный опыт. Вы себе, возможно, давали когда-то зарок, что нет уже вот подобное что-то не ногой. Но, тем не менее, мы проходим и еще раз какой-то опыт. Может быть, это как раз заключительный аккорд вашим разочарованием. Но вот сейчас вы пытаетесь, правда, решить какую-то дилемму, как в полной темноте и в одиночку. Но вот такая сигнификация непростая. Вам явно нужно решить какой-то вопрос. Есть разочарование. Но все же значение, по которой я говорю, вот это именно карты здорового равнодушия, не отменяется. Потому что сердце израненное, оно уже не болит. Поэтому ваш предыдущий опыт, тем не менее, я могу так наперед сказать, что вы выкрутитесь, может быть, мои дорогие, из создавшегося положения, потому что
Опять же, опыт вам поможет правильную как перерокировку, правильную какую-то ретрансформацию, может быть, финансового вопроса, может быть, какой-то темы, которая связана с документами. Я не исключаю, может быть, и есть взаимодействие с определенными людьми. Иногда по аркану Луна мы словно должны пройти между двух башен. Здесь у нас башни не показаны, но имеется в виду, как, представьте, Луна освещает вам определенный путь, но по бокам этого пути вот именно стоят две башни, и очень часто в классических колодах Таро возле этих башен, возле одной волк, возле другой шакал. И нам как будто и не к волкам, и не к шакалам, нам между, вот по этой тоненькой дорожке лунного света. Нам вот сейчас как будто не оступиться. Вам, мои дорогие, вот может быть вы сейчас вынуждены кто-то экономить, кто-то все просчитывать, кто-то анализирует, где я какие подписи поставлю или на что я соглашусь, а что я как будто скажу нет. Вот что-то подобное, чтобы и еще раз не попасть в какой-то омут, в котором вы уже когда-то были. Потому что явно ситуация, она как будто не первый раз. Что еще? Ну вот, видимо, становление как королева мечей, прообраз Юдифи. Не случайно вошла в историю, потому что надеялась сама на себя, а самое главное, умела хранить молчание. Вот тот рационализм, смелость, мужество – это все то, что присутствует в этой карте. Вот вы сейчас проходите какой-то такой непростой период жизни. Поверьте, у вас это получится осуществить, но в одиночку. Может быть, тут и есть какие-то люди, которые вам обещают или обещали прежде. Но тут, скорее всего, человек, даже если допускает, что ну вдруг выровняется что-то и будет некий бонус или что-то такое положительное больше, да, для решения именно моего вопроса, моей темы. Но это так зыбко и 50 на 50, а то и меньше, да, и поэтому больше все-таки человек надеется сам на себя. Так вот, молчание по части ваших планов, того, что куда вы собираетесь отправиться, что вы хотите предпринять, как ни странно, вам помогает. И слушайте интуицию. У вас тот период жизни, который вас учит доверять именно себе, не другим обещаниям. Вот для вас сейчас совершенно необходимо быть очень продуманным, да. Вот по этой карте идут те люди, иногда, да, которые имеют заинтересованность и никаких эмоций. Может быть, у вас такой сложный период жизни, когда, как только соскользнул в эмоцию, ну все, дело гиблое, и ничего не пойдет, потому что эмоции мне именно мешают. А вот эта холодность мыслей, в принципе, холодная голова, здравое суждение. Ну и как счастье, удача любят тишину. Вот у меня сейчас есть мои интересы и не мои интересы. Вот такая сигнификация. Может быть, и, кстати, в вашем окружении есть человек, который обещал помощь, но вы понимаете, в любой момент как свинтить может человек или отказаться. Что еще вас нам расскажут карты? Что же это у вас такое? Вы как на выборе стоите. Вам нужно точно. Тут два выбора, посмотрите. У кого-то это может быть как и по финансам, так и по личной жизни. Может быть взаимодействие с тем человеком, и вот тут внимание, я говорила, карта ревности. Либо это вы испытываете вот это сильное чувство и кого-то не можете отпустить, и это постоянно, как еще живет в ваших воспоминаниях. Но я точно так же есть взаимодействие с каким-то человеком, который сам очень продуманный, но он к вам буквально испытывает определенную страсть. И вопрос целесообразности вы как будто даже не ставите. Вы, скорее всего, по сигнификации сейчас видите, ну, может быть, даже больше отстраненно, каким образом мне это может помочь или каким образом мне это может помешать. Почему? Потому что в образе как будто молодой человек, женщина у нас девушка реальная, а он больше, это как представление, воспоминания. Да, вот именно воспоминания. И вы именно сейчас у вас одна какая-то острая тема стоит, которую вам, вот тема номер раз, даже если касается и финансы, и взаимоотношения, но все равно что-то стоит на первом месте. И вы очень четко, очень рационально понимаете, что пока я вот тему номер раз не решу, пока я словно не пройду вот над этим обрывом. И тут самое главное не оступиться. Пусть это всего 2 шага. Но какие сложные эти шаги. Может быть, это для вас
необходимо, правда, какие-то документы, подписи ставить. Или необходимо понимать, какие мои перспективы. Вы что-то можете изучать. Кто-то буквально мог отправиться на курсы, потому что понимаете, что буквально знание и сила– это как новое, может быть, направление по заработкам, или вам нужно именно сейчас каких-то знаний добавить, может быть, и разузнать что-то по законам. То есть вот эти два шага вам предстоит сделать в каком-то таком режиме баланса, как будто вот, да, на цыпочках. Два шага, казалось бы, раз и два, а ведь обрыв. И вот карта говорит, не оглядывайся назад и не смотри вниз. Вот поэтому и девушка наша смотрит буквально в книгу. И две птицы. Птица– это всегда информация. Это где-то как два ворона, но здесь на этой карте это символ мудрости. Поэтому здесь какой-то мудрый выбор, вот именно выбор, может быть и по финансам. А может быть, это и касается личных отношений. Ну, давайте завершающую карту. Что еще, как ваша сигнификация, нам скажут карты. Вот с чем бы это ни было связано. Ведь это энергетика, как у мага. Вот сейчас вы можете чувствовать, что да, вот этот выбор в моей жизни есть. И куда мне тут, где, какой шаг мне совершать, а кто-то и не видит, что вот действительно вам еще предстоит. Вот над этим обрывом сделать два шага. Но это становление вашей силой. Может быть, и вашего критического мышления, подведение каких-то итогов. У вас сейчас, я смело могу сказать, идет внутренняя трансформация. И может быть, вот как Херон в Овне, это символ израненного целителя. Можете на моем сайте прочитать статью, ссылка будет в описании под видео. Но в итоге давайте подведем такие, да, какой-то общий знаменатель, что все в вашей жизни не случайно. Вы какой-то заключительный аккорд будете скоро делать в своей жизни. И вы можете думать, что у меня сейчас патовая ситуация. Нет, мои дорогие. Вас как пространство Вселенная готовит к какому-то еще более важному выбору, о котором вы сейчас даже не думаете. Но, видимо, это, знаете, как повторение пройденного, как генеральная репетиция перед каким-то прыжком вперед, прыжком одновременно вверх, в другое качество жизни. Вообще, может быть, словно в другую реальность. И здесь может быть такая ситуация или такой поворот событий в будущем, о котором вы даже не предполагаете. И я не могу сказать, что это будет связано совсем в ближайшие дни. Но вот то, что это может быть в ближайшие месяцы, скорее всего, это так. Ну вот насколько вам подходит наш расклад, сигнификация, точнее, давайте я сложу эти карты, мы все перемешаем. И пойдем с вами дальше. Будем узнавать, что идет в вашу жизнь. Что же идет в вашу жизнь? Совсем скоро вы об этом узнаете. И по аркану звезда, здесь может быть работа в интернет, работа, может быть, как в цифровых технологиях, может быть, изучение таковых. Это вообще одна из карт, которые я говорю по дистанции. Иногда, да, эфир пространства. Интернет имеется в виду как расстояние по времени, может быть, которое нам необходимо, к примеру, что-то изучить. Для кого-то расстояние по времени, когда это ваш какой-то план, проект, который будет требовать тоже не пару дней, не пару месяцев, а у вас именно теперь формируется что-то на годы, а то и на десятилетия. Но это может быть также расстояние по километражу. Когда вы, возможно, куда-то соберетесь, поедете, может быть, и сейчас вы что-то продумываете. Здесь это далекая перспектива. И, кстати, это ваша популярность. Сияйте, как звезда. И второй аркан старшая башня. Но это трансформация. Вам как будто для своей популярности, для своего прогресса совсем скоро придется запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Самое важное решение у вас еще впереди. Это то, что я говорила по сигнификации. Тут даже это невозможно предположить. Правда, если стоит на кону финансовый вопрос,
вы решите свой вопрос. Но на этом все не заканчивается. Здесь сама по себе переоценка системы ваших ценностей происходит. Здесь вы, знаете, вот какая-то сложная ситуация, которая создалась сейчас, это факт. Она у вас подсвечивает, она не случайно, правда, в вашей жизни, она подсвечивает как вопросы вашего окружения, которые будут более определенно складываться в ближайшее время, когда вот вы именно находитесь на том этапе вашей судьбы, когда стечение обстоятельств, вот мы спросили, что идет в вашу жизнь, а вот такого рода ситуации, когда личность каждого из вашего ближайшего окружения, контактов, как судьба подсвечивает, словно говоря, вот ты этому можешь доверять, а вот здесь будь аккуратен, ну или аккуратно. Что-то вы будете завершать, какой-то этап вашей жизни совершенно точно заканчивается. Прошлое и будущее встречаются в одной точке. Вот это совершенно скоро придет на ваш порог. Что еще идет в вашу жизнь? И я не могу сказать, что это буквально будет завтра. Возможно, это будет через неделю, через 2. Может быть, и это где-то дни. Но вот эту трансформацию, посмотрите, как падают карты. Карты живут своей жизнью. Мы видели эту карту, и я вам говорила о ней. Так вот, только теперь вверху еще и трансформация. Вот именно вот этот путь в 2 шага мы не отменим. Это как будто прописано в небесных скрижалях вашей судьбы. И именно финансы, может быть, как основной способ взаимодействия с миром и вашей независимости будет стоять на кону. Но вместе с финансами вопросы дома и, может быть, буквально место пребывания. И, может быть, еще и личная жизнь. И вы будете на выборе. Вот что-то вам, может быть, казалось. Вы уже этот выбор сделали раз и навсегда. Тогда будьте готовы, что идет в вашу жизнь. Видимо, судьба еще какой-то экзамен жизни повторит. И если прежде этот экзамен был связан с отрицательными эмоциями, то тут будет испытание, когда вам что-то будет приятно, вам будет нравиться. Вы будете как, может быть, даже чем-то восторгаться. Или вы ощутите, что, правда, вы ресурсные, вы потому что явно решите какой-то вопрос. Это железно. И это ведь здорово. Это, знаете, как чувство наполненности нам дает, уверенности, самоуверенности, великолепно, но и самонадеянность. И нам кажется, что, могу и горы свернуть, и вообще, что бы я ни задумал или задумала, я преодолею. Но вот эта карта так немножко нас приглашает не прокрастинировать, не подзастрять именно в том, что мы думаем, что оно будет так, а оно будет как-то иначе. Что придет в вашу жизнь? Мы рискуем подзастрять, когда ничего не меняется. Вот вы решаете какую-то тему, и, может быть, вам будет дан какой-то период, когда выбор нужно сделать. Но этот выбор, он у вас, мои дорогие, внимание, он может граничить именно с пустым ожиданием. И поэтому вот этого категорически, как будто если мы только согласимся на какие-то призрачные обещания, мы сразу словно себя опять отбросим назад. Что это такое будет? Что это такое вас ждет? Давайте узнаем. С чем, с кем это связано? А это связано с тем, что у нас карта искаженного восприятия. Как будто, может быть, тут действительно решаться ряд вопросов в ближайшее время. Это факт. Но это не значит, что как бы раз и навсегда мы многие вопросы решили. Это нам словно дает так как фору вперед, или дает нам такую, помогает пространство, Вселенная создать подушку безопасности для того, чтобы дальнейший ваш путь жизненный был более такой, ну, где-то продуманный или более безопасный. Но это все-таки действие, это не бездействие. Поэтому тут будет желание, ну, как остановиться. А вот останавливаться нельзя. И закрывать глаза на что-то нельзя. В этом будет как раз-таки риск. Потому что, смотрите, король Пентаклей. Вы можете столкнуться с конкретным человеком, который вам, возможно, даже чем-то поможет. Но, может быть, это и будут, опять же, какие-то обещания. Когда точно тут будет какая-то история, и, может быть, это как проверка Вселенной вас на прочность. Насколько вы еще раз
себя можете загнать в какой-то выбор, можете себя загнать в какое-то ожидание, или все-таки у вас будет достаточно мужества идти вперед. Здесь вы можете оказаться, знаете как, выбор даже может быть между двумя персонами. Два короля. А для кого-то два короля и более в моих раскладах будут говорить, что это может быть ситуация, когда вам придется принимать важное решение, и оно будет связано где-то с вашим статусом, или оно будет связано с оформлением документов, куда вам нужно поставить свою подпись, либо согласиться, либо отказаться. Возможно, это будет подписание того важного документа, когда в каком-то проценте вы как будто потом уже изменить чего-то не сможете. И тут такой выбор непростой, это правда. И этот выбор, как будто по аркану Иерофант, мы не можем отменить. Поэтому, если что ждет, еще как будто главный экзамен жизни впереди. И вот понимаете, наверное, мужество вам будет совершенно необходимо, потому что, судя по всему, это, знаете, как выбор, по сути, без выбора. Потому что если мы откажемся, то мы как будто откажемся от будущего. Потому что в этом, ну, как мы можем и подзастрять, думая, что я сам, одна, может быть, или один, могу осуществить как какой-то прорыв. Мои дорогие, вот все карты наговорят, что, возможно, вам будет необходим человек для правильного взаимодействия. И если правда какая-то часть поддержки, помощи или пусть это договоренности от него последует, но от вас должно последовать предельное внимание, потому что будет желание соскользнуть опять же на эмоции и может быть даже довериться. Вот я такого не исключаю. А тут нужно понимать, что вам сейчас буквально идет в руки какая-то ситуация только в виде поддержки. Но вот себя, вот посмотрите, на кону ваша независимость. Тут нельзя наступить на горло собственной песни. И я не о гордыне ни разу, а о каком-то сложном фарватере, когда два шага, да, и вот нужно пользоваться теми ресурсами, как вот эта книга. Понимать, что мы чего-то не знаем. Мы не знаем чего-то о человеке. Мы еще пока не видим, как будут развиваться события, но тем не менее вот так на цыпочках вот эти два шага вперед нам придется делать, и это как будто выбор по судьбе. Придется, может быть, даже ради финансов, потому что шестерка пентаклей, как помощь высших сил, но и карта финансового успеха. Может быть, для решения вопросов по недвижимости, по жилью. Все-таки десятка пентаклей иногда, ну, это могут быть серьезные вопросы. Вот именно место пребывания, ну, еще и связанные с вашими близкими. Но для вас-то это выбор. Да, это тот выбор, который вам вроде как приятно. Приятно общение, приятно об этом в принципе думать. И вроде вам как по судьбе какая-то радость, вот, наверное, уже прописана в книге вашей судьбы. Но после радости все-таки отшельник. Вот я люблю, тем не менее, эту карту за то, что никто не мешает. Вот смотрите, нам говорят, ведь тебе никто мешать не будет. Вот мешает именно что? Когда мы на чем-то можем успокоиться и остановиться. Что ждет в ближайшее время. И как только мы остановились, или эта остановка может казаться, но это я ведь остановился на какое-то время, или мы можем себе говорить, я остановилась на короткий срок, чтобы передохнуть, тогда будет очень важно не соскользнуть. Вы как можете, смотрите, что ждет. У вас будет риск в том, что вы можете потерять какие-то завоеванные позиции. Вы можете ослабить самих себя. Когда, ну, может быть, потом как-то сложится совершенно не так, как вы думали по финансам история. Возможно, это обстоятельства вокруг вас будут так меняться, и вам поэтому удерживать вашу ресурсность совершенно необходимо, но точно так же, как и независимость, да, ресурсность и независимость. Но договариваться вам с кем-то придется. Значит, я могу предположить, что может сложиться, к примеру, даже какой-то конфликт или противостояние. Давайте еще тогда узнаем. Так а что же придет тогда в вашу жизнь? С кем, с чем это связано? С кем, с чем это связано? Что придет на ваш порог? И вот мы, да, повторение пройденного. То есть будет все равно, вот смотрите, экзамен самый главный, мы говорили, он у вас впереди. Но опять же не последний. Как два экзамена.
Потому что по тройке пентаклей часто как раз это и есть. Или экзамен жизни. Может быть, для кого-то это банально будет. Получение документа, сертификата, и вам придется учиться. Но вы явно в каком-то, может быть, отдаленном даже будущем. Не самые ближайшие дни. Но вы это все равно, может быть, несколько недель или несколько месяцев, когда вы понимаете, для того, чтобы мне что-то совершить, мне нужна важная бумага. Точно. Либо тут мало подписать ее правильно или просчитать. Но, может быть, вам еще именно какой-то дополнительный документ, подтверждающий, может быть, подтверждающий ваш профессионализм. Или, может быть, какие-то дополнительные курсы. Тут по знаниям, мои дорогие, вот именно по знаниям, знание сила. Вот вам тут придется как приступить либо к какому-то проекту, либо вот как будто для пользы дела это будет необходимо, может быть и важный сертификат, или опять же какое-то важное согласование. Более того, это еще и должно быть у вас как-то по закону. С одной стороны, вам ваша судьба предложит тот проект, который вы, ну или пусть это не с точкой проект, но это может быть даже ваше желание, мечта, о чем вы мечтали прежде, а потом вы, возможно, отказались, потому что либо сочли это невыполнимым, либо у вас интересы поменялись. Возможно, была какая-то патовая ситуация, когда у кого-то интересы поменялись. Аркан правосудия тоже карма, мои дорогие. У вас и аркан правосудия, да еще плюс к тому же у вас и аркан иерофант. Как будто мы ступенчато по этой лесенке идем. Шаг шагнули, отдышались, осмотрелись, и только потом идем дальше. И здесь может вернуть нам судьба именно тот вопрос к решению, который мы уже считали не жизнеспособен. И от вас это сразу потребует стойкости, мужества и не включиться в ряд каких-то тем, а тут такое будет, потому что, возможно, вам придется либо много учиться, либо много работать. Вот, кстати, будьте к этому готовы. И это не значит, что в ответ, может быть, на чье-то содействие вы, ну как, тратите бездарно собственные силы. Здесь вам придется о себе хранить тайну. Помним, Верховная Жрица – это первая карта Ля Папесса. Ля Папесса – это та, которая стояла когда-то в качестве папы в лоне католической церкви. И она, конечно, скрывала то, что она женщина под мужским платьем. Ей это не помогло добиться больших высот. У вас карта популярности первая. То есть есть какая-то ваша, может быть, и тайна, ваша задумка. И вы идете к своей мечте. Но вы идете ступенчато. И поэтому мое молчание меня бережет. А может быть, добрые дела наспех не делаются. Что придет на ваш порог? Давайте еще уточним, что придет на ваш порог. Как сложатся сами события? Какие события вас ожидают в ближайшее время? Какие события? Колесо фортуны. Тем не менее, фортуна сейчас на вашей стороне. И вы получите какое-то известие, от которого вы не сможете отказаться. Это известие будет вас, безусловно, радовать. Возможно, это будет связано с каким-то человеком. Опять же, вверху у нас тут и карта семьи, аркан влюбленные. Уже вы были на подобном выборе. Здесь у нас еще и совпадает как вариант любовная история, потому что еще и туз кубков. Вот посмотрите. Правда, какое-то дежавю будет повторено. И, скорее всего, это будет связано с тем человеком, которого вы знаете. Или пусть это будет новый человек. Я этого не исключаю. Но вы-то будете вспоминать какую-то прежнюю историю. Что это будет еще? Вы будете вспоминать какой-то конфликт. Вам, возможно, вот даже я, в принципе, могу такое предположить, потому что ретро-Плутон у нас на несколько месяцев, именно обратное движение, нам да практически до конца 2026 года, вот кто открыл видео именно в 2026 году, потому что тут конфигурация Плутона, потом у нас еще и Сатурн в ретро почти до конца года. Поэтому тут все-таки есть какие-то прежние люди, лица, персонажи в вашей жизни. И, наверное, вот вы будете проводить как порядок или проводить чистку тоже своего окружения, так и как понимание, кто идет со мной, а кто в моей жизни был только прохожий. И может так статься, что с кем у вас были конфликты, вам судьба вернет на доработку, или вас еще с этими людьми ожидает точно или примирение, или какое-то правильное
сотрудничества. Будьте готовы даже к альтернативному какому-то ходу. Придется договариваться даже с теми, с кем, возможно, были конфликты. Значит, какая-то ситуация для пользы дела, для оформления документов, для решения вопросов по жилью или по финансам неизбежно нам вернет каких-то людей, которыми мы взаимодействовали прежде. Ну вот теперь давайте мы узнаем, а что же прояснится? Зависимая история, 15-й старший аркан. Тут прояснится какая-то игра, не ваша игра, а чья-то другого. Возможно, вас эта игра поставила перед выбором, возможно, перед риском. Но это было когда-то. Возможно, вы даже и рискнули, но потом пожалели. Возможно, вам после этого риска или после какой-то игры понадобился период для того, чтобы восстановить свое благополучие. Здесь есть какая-то зависимая ситуация. У нас выпадает королева Пентаклей. Это та, которая более чем рациональна. И вот теперь, как будто королева Пентаклей, и не важно, к какому знаку зодиака вы относитесь, хотя у кого-то может и совпасть знак зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или может быть асцендент, но может быть и тут взаимодействие с таким человеком, но больше я вижу именно это вы вот в таких рациональных энергиях, мы об этом много говорили, и у вас на вас именно как основная задача это именно финансы. Финансы или через финансы что-то осуществить, как и оформить, или в принципе, как деньги один из способов взаимодействия с миром. И выбор между дьяволом и миром. Старшие арканы. Между прежней историей и какими-то новыми возможностями. И вот все то, что я до этого говорила, может быть, и был с кем-то конфликт, может быть, вы себе обет дали в очередной раз, нет, туда не ногой, или вот тут уже я не буду верить. Вот приготовьтесь, мои дорогие, экзамены жизни, к сожалению, они как будто не заканчиваются, но, по крайней мере, не на ближайшее будущее. И кто открыл это видео в 2026 году, это точно не за 1 или 2-3 месяца. Тут это может быть на протяжении 2026 года. Для тех, кто открыл видео, оно может быть чуть позже. Поэтому тоже для вас какой-то более долгий срок или долгая дистанция. Какая-то игра, понимаете? Тут могла быть такая конфигурация, когда вы участвовали, да, вот, может быть, сами того не подозревая, вот в этой игре, которую затеял кто-то другой. Но проходя вот все вот эти жизненные перипетии, в итоге вы оказываетесь в более сильной позиции, когда у нас и глаза открываются, и когда мы даже можем свой план рассчитывать, понимая, что, ну да, игра была, но сейчас я чью-то игру переиграю и сделаю своей. Причем без каких-то хитриков, потому что королева Пентаклей – это не хитрость. Это такая, знаете, как логика, правда, жизни. Может быть и жесткая логика, но вот нужно теперь как будто вот из даже какой-то такой очень вибрирующей, непонятной, сложной обстановки нужно создать свое безопасное пространство. Вот если так в целом мы переведем старшие арканы, потому что мир – это какой-то итог. Ну, будем надеяться, что вообще мир восстановится, и поэтому по этой карте будет как больше возможностей, безусловно, как открытие границ или открытие тех дорог, которые вчера были закрыты. Вот смотрите, карта доброй трансформации. Не случайно вы проходите такой опыт. Не случайно, может быть, снова и снова вот перед этим жизненным экзаменом вас ставит судьба, потому что вот эта добрая трансформация, ради чего все это было затеяно на протяжении, может быть, 2026 года, я такое не исключаю. Она еще где-то, ну, так далековато, потому как тут что-то будет для вас очень важным и происходить за короткий срок, в отдаленном будущем. Но к этому моменту, как к пункту X, вы должны подойти во всеоружие. Вы должны подойти, ну, с другими уже возможностями или в другом, более ресурсном состоянии. Потому что тут будет что-то такое на кону, как очень важный выбор и одновременно, когда времени мало. Вот в чем вопрос. Тут у нас как бы говорили, что по времени разбежки есть. Ладно, что еще прояснится? Была королева Пентаклей, а смена статуса. У кого-то из вас смена статуса по личной жизни.
Может быть, это уже какие-то более такие четкие перспективы, а может быть и правда. У кого-то смена должности через работу, у кого-то из вас эта смена статуса произойдет, может быть, и по личной жизни, у кого-то смена статуса через финансы будет. И вот такой итог, который вас ожидает не в ближайшем, уже в будущем. Вот если мы говорим, что прояснится, обязательно прояснится. Это всегда карта, которая говорит: надейся сам на себя или надейся сама на себя. Но с учетом аркана дьявол, тут действительно какой-то, может быть, и был человек, хотел перехитрить императрицу, но еще пока она была, может быть, в статусе королевы Пентакли, энергии одинаковые, да, такие теплые, земные, и опять же, неважно какого вы знака зодиака, а получилось так, что сам попал в сети. И вот пока это, тут какая-то, знаете, как квинтэссенция, как, знаете, вишенка на торте, хочется сказать. Пока вот, видимо, так энергии не расположится или не создадутся какие-то ситуации в жизни определенного человека, он не сделает какие-то выводы или он не придет к какому-то окончательному решению. Но, видимо, на это вы как участвуете не только в свою жизнь вот в таких трансформационных моментах, а вы как участвуете в трансформации какого-то человека. И вот пока еще и у человека какая-то история его, да, коллизии жизни не подойдет к финалу, пока он не поменяется или его словно обстоятельства не изменят. Вы как воедино, вы взаимосвязаны, но вот ваша и еще более ресурсность удваивается, утраивается, меняется ваш статус, именно потому что вот эта трансформация должна произойти в том человеке, который, может быть, и создавал какую-то игру, который думал, что он абсолютно всем управляет. Возможно, даже это тот человек, который когда-то хитрость в отношении вас проявил. Поверьте, наступит тот момент, когда вас соединит судьба, и, может быть, даже для кого-то из таких людей, у вас, по крайней мере, с ним состоится очень важный разговор. И для человека это может быть либо сожаление, либо раскаяние. Но у вас к этому времени уже как будто будет, может быть, и правда другой статус, либо же это ваша совершенно в другом эквиваленте ресурсность. Перекладывайте на себя, вот для чего это все было нужно, да, что идет на ваш порог. Не совсем простая судьба, хочется сказать, потому что из одной перемены мы как будто перепрыгиваем во что-то другое. С одной стороны, да, тут некогда скучать, драйв точно будет, но ведь все эти дорожки пути вам придется еще пройти, но оно того стоит. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые, искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там я собираю все виды своего творчества, как и статьи сайта. Я всегда новинки там именно сначала публикую, но и, в общем-то, мои расклады с 3 каналов YouTube. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.